Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить просто. Сегодня предлагаю вашему вниманию приготовить 5 очень вкусных весенних блюд из зеленого лука и вареных яиц. Приготовим дрожжевые пирожки, вкуснейшую мясную закуску, картофельный салат, лепешки с зеленью, зеленый борщ и ленивые пирожки. Тесто получается как пух, пышное и мягкое. Начинки можно менять по своему вкусу, и готовить из такого теста можно не только пирожки, но и рулеты, пироги и даже куличи. Готовила так их моя бабушка. Рецепт семейный, делюсь с вами, может вам тоже пригодится, и вы будете радовать своих родных вкусной выпечкой. Для теста нам понадобится мука, яйца, дрожжи, сахар, сливочное масло, соль, растительное масло. Первым делом приготовим опару. В теплое молоко добавляем столовую ложку сахара из общего количества продуктов, дрожжи, 2 столовые ложки муки. Хорошенько перемешиваем, накрываем полотенцем либо пищевой пленкой и отставляем в сторону. В отдельной миске смешиваем 2 яйца и сахар. Количество сахара можно менять, особенно если планируете делать сладкую выпечку. Взбиваем миксером на малых оборотах до растворения сахара. Проверяем опару. Смотрите, какая пышная шапочка. Сюда же добавляем яичную смесь. Теплое растопленное сливочное масло. Соль. Хорошенько перемешиваем. Постепенно вводим муку и замешиваем мягкое тесто. Муки я добавляю 700 грамм. Больше не нужно, чтобы не забивать тесто. Вымешиваем тесто руками примерно 7 минут. Если оно липнет к рукам, добавьте немного растительного масла и продолжайте вымешивать. Еще добавляйте масло, если необходимо. Можно смочить руку или подлить под тесто. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Тесто округляем, кладем в миску. Миску смазываем растительным маслом, накрываем пленкой и отправляем в теплое место для подъема, примерно на 1 час. Тем временем приготовим начинку. Для этого отварные яйца нарезаем небольшим кубиком. Мелко шинкуем зеленый лук. Соль, перец. Добавляем растопленное сливочное масло. Перемешиваем. Начинка готова. Тесто я переложила в миску побольше. Проверяем его, оно стало воздушным и пористым. Хорошенько его разминаем и можно переходить к приготовлению пирожков. Стол немного присыпаем мукой. Выкладываем тесто, обминаем и делим на небольшие кусочки. Скатываем их в шарики. Я тесто разделила на 2 части. Из каждой половинки теста у меня получилось примерно 18 шариков. Вот еще один метод. Отщипываем небольшой шарик от теста. Какой из методов разделения теста вам понравился больше? Пишите в комментариях. Прикрываем пленкой и оставляем на 10 минут. Каждый шарик теста раскатываем в лепешку. При необходимости тесто и стол присыпайте мукой.
Я сначала делала большие пирожки, затем решила сделать поменьше, так как готовила моя бабушка. На каждую лепешку выкладываем начинку примерно по столовой ложке. Соединяем края теста и чуть собираем к центру, чтобы пирожки получились кругленькие. Противень смазываем растительным маслом и выкладываем на него пирожки. У меня получилось 28 штук. Я разместила их все близко на одном противне, чтобы после выпечки они прикасались друг к другу. Можно разместить пирожки на 2 противня и выпекать так, чтобы каждый пирожок был по отдельности и не прикасался к соседнему. Пирожки выкладываем на противень швом вниз. Накрываем салфеткой и даем отдохнуть еще минут 10. Затем смазываем пирожки сверху желтком, смешанным с молоком. Ставим противень в духовку, заранее разогретую до 180 градусов, и выпекаем пирожки в духовке 30 минут до румяности. Время выпечки зависит от вашей духовки. Вот такие румяные пирожки получились. Готовым пирожкам даем остыть и подаем к столу. Чтобы корочка пирожков была мягкой, можно смазать ее растопленным сливочным маслом. Очень люблю это тесто, так как и на следующий день пирожки остаются такими же мягкими. Очень мягкие, сдобные и необыкновенно ароматные пирожки готовы. Даем им полностью остыть, затем отрываем по пирожку и наслаждаемся вкусом со стаканчиком холодного молока или сладкого чая. Сегодня готовим зеленый борщ с щавелем и яйцом. Одно из лучших весенних витаминных блюд с первой свежей зеленью. Варить его можно на любом бульоне с мясом, курицей, грибами, можно и без. Подавать со сметаной и ржаным хлебом. Для приготовления нам понадобится свинина, картофель, морковь, лук, щавель, яйца, лавровый лист, соль, перец по вкусу. Борщ я буду готовить на мясном бульоне. Для этого я беру свинину с косточкой или ребра. Заливаем холодной водой и доводим до кипения. Воду сливаю, мясо промываю и снова заливаю чистой холодной водой. Добавляю 1 луковицу для аромата. Варим мясо на медленном огне в течение часа. Затем мясо и лук убираем из бульона. Перебираем от костей и нарезаем на небольшие порционные кусочки. Бульон процеживаем, возвращаем в него мясо и доводим снова все до кипения. Очищенный картофель нарезаем на небольшие кусочки. Опускаем в кипящий бульон. Я добавила чуть-чуть кипяченой воды, чтобы бульона было больше. Лук нарезаем небольшим кубиком. В сковороду налейте немного растительного масла и положите измельченный лук. Тушим минуту и добавляем морковь. Я обычно измельчаю на мелкую терку, так готовый борщ имеет красивый желтоватый цвет. Обжариваем все вместе 3-4 минуты на среднем огне. Затем выложите готовую зажарку в кастрюлю с супом. Яйца отвариваем в кипящей воде в течение 5-7 минут. Очищаем от скорлупы и нарезаем небольшим кубиком. Для аромата добавьте 1 лавровый лист. Солим, перчим по вкусу. Добавляем нарезанные яйца в кастрюлю. Свежий щавель промойте в проточной воде, чтобы удалить все загрязнения. Нарезаем довольно крупными кусочками. Когда в супе картофель станет мягкий, можно добавлять щавель. Доводим все до кипения. Кипятить щавель нет необходимости, поэтому добавляйте его в суп в самом конце варки, перед выключением.
Готовый зеленый борщ накрываем крышкой и даем немного настояться. Борщ получается очень вкусный, наваристый, с легкой кислинкой. Количество воды можно уменьшить или увеличить по вашему желанию, в зависимости от того, густой или более жидкий борщ вы хотите получить. Сегодня у меня необычное, но в то же время простое и очень вкусное блюдо. Ингредиентов для его приготовления нужно минимум. Жарится быстро и отличается удивительным вкусом. Для приготовления нам понадобится теплая вода, дрожжи, сахар, мука, соль, растительное масло, сливочное масло и зеленый лук, но его можно заменить на любую другую зелень. Первым делом приготовим опару. В миску наливаем теплую воду. Добавляем сахар, перемешиваем, чтобы сахар растворился. Всыпаем дрожжи и накрываем пищевой пленкой. Оставляем на 10-15 минут. Тем временем подготовим лук. Хорошенько его промываем и мелко шинкуем. В миску просеиваем муку. Добавляем соль, перемешиваем. Делаем небольшое углубление. Проверяем опару. Вливаем в центр опару и замешиваем тесто. Муки может понадобиться чуть меньше. У меня цельнозерновая, но можно и обычную белую муку. Хорошенько вымешиваем тесто. Если необходимо, подсыпаем по чуть-чуть муку. Оно не должно липнуть к рукам. Готовое тесто скатываем в колбаску. Делим на 6 равных частей. Каждую часть подкатываем в шар. Накрываем полотенцем либо пищевой пленкой, чтобы тесто не заветривалось. Руки смазываем растительным маслом и растягиваем тесто в тонкую лепешку. Смазываем сливочным маслом, у меня растительное. Посыпаем луком. Складываем тесто пополам и делаем небольшие надрезы не до конца. Снова распрямляем лепешку. Теперь скручиваем вдоль полос. Чтобы начинка не выпадала, берем за оба конца лепешки и крутим их в противоположные стороны. Теперь скручиваем в улитку. Хвостик прячьте под низ. В таком виде складываем заготовки на доску. Я ничем не накрывала, так как на их поверхности достаточно масла. Вот так смотрится со стороны. Очень красиво. Стол смажьте маслом. Готовые булочки распластать руками в ровный круг. Сковороду разогреваем на среднем огне, смазываем растительным маслом и выкладываем на нее лепешку. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Крышкой накрывать не нужно. Я смазываю сковороду растительным маслом каждый раз перед тем, как положить новую лепешку. Готовым лепешкам даем остыть и подаем к столу. Лепешки получились ароматные, слоистые, с хрустящей корочкой. Лук можно заменить на любую зелень и наслаждаться этим невероятным вкусом. Подавать можно со сметаной, либо вместо хлеба к первым блюдам. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк.
Если у вас есть замечания или идеи, пишите их в комментариях под видео. Сегодня хочу поделиться с вами одним рецептом на скорую руку.
Блюдо очень простое в приготовлении и относительно быстрое в готовке. Все, что нам необходимо, это смешать продукты, замесить тесто и обжарить. Для приготовления нам понадобится кефир, яйца, сахар, соль. Для начинки я взяла колбасу, зеленый лук, мука, сода. Первым делом я подготовлю начинку. У меня зеленый лук. Я взяла 3 штучки, его можно заменить или дополнить зеленью. Мелко шинкуем. Небольшой кусочек колбасы нарезаю мелким кубиком. Теперь переходим к тесту. Кефир должен быть комнатной температуры. У меня из холодильника, поэтому я его чуть подогрела. Соль, сахар, 1 яйцо. Перемешиваем. Добавляем начинку, нарезанную колбасу и зеленый лук. Три столовые ложки муки, сода. Перемешиваем. Муку вводим постепенно. Кстати, из такого теста можно обжарить даже оладушки. Будет очень вкусно. Но я хочу, чтобы тесто было более плотное, как на пирожки. Поэтому продолжаю его вымешивать. Теперь уже на рабочей поверхности. Когда тесто будет держаться одним комком, делим его на 2 части. Оно будет липковатым. Припыляйте рабочую поверхность и само тесто мукой. Руками формируем ровный круг. Диаметр примерно такой же, как у сковороды, на которой будете готовить. Делим тесто на 6 равных частей. В сковороду наливаем 3-4 столовые ложки растительного масла и нагреваем на среднем огне. Отправляем в заготовки. Когда подрумянится с одной стороны, переворачиваем. Готовлю под крышкой. Готовые пирожки выкладываем на салфетку, чтобы стек лишний жир. Подаем горячими, со сметаной, чаем, либо ко вторым блюдам. Получается очень сытно и вкусно. Начинки в этом блюде можно менять, готовить из всего, что есть в холодильнике. Друзья, а что бы вы добавили в такие пирожки? Пишите в комментариях. Мясной рулет с яйцом и сыром – это невероятно вкусное универсальное блюдо. Тонкий слой мяса, нежная начинка, насыщенный аромат и все это в одном единственном ястве, которое можно есть как в холодном, так и в горячем виде. Такой насыщенный и в то же время лакомый ужин, обед или завтрак очарует и придется по вкусу всей вашей семье. Для приготовления нам понадобится 300 грамм фарша, 1 средняя луковица, вареные яйца 2 штуки, небольшой пучок зеленого лука и укропа. Твердый сыр примерно 80 грамм, соль, перец, чеснок и паприка. 1 среднюю луковицу нарезаем кубиком и обжариваем в небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета. Фарш у меня индюшиный, солим, перчим по вкусу. Добавляем сухой чеснок и паприку. Остывший жареный лук и тщательно перемешиваем. Пока отставляем в сторону. Приготовим начинку. Нарезаем зеленый лук. Яйца отвариваем с момента закипания 8 минут. Затем остужаем, чистим и нарезаем небольшим кубиком. Твердый сыр измельчаю на мелкую терку и добавляю в миску. Перемешиваем. Зелень. У меня сушеный укроп. Снова все хорошенько перемешиваем. Начинка готова. Берем небольшой лист пергаментной бумаги, у меня размером 23 на 32 сантиметра. Расстилаем на столешнице, выливаем на его поверхность примерно 1 столовую ложку растительного масла и распространяем жир по всему параметру листа с помощью пекарской кисти. Делаю это для того, чтобы фарш не лип к бумаге и было легче формировать рулет. После выкладываем на него 1/3 часть фарша
и формируем из него прямоугольник толщиной слоя примерно 1-1,5 см. На середину фарша выкладываем 2-3 столовые ложки начинки. Аккуратно загибаем пекарскую бумагу, одновременно сворачивая из фарша рулет, так, чтобы начинка из яиц и сыра оказалась внутри мясной оболочки. Обязательно подожмите края. Закручиваем снова в пергаментную бумагу, а края закрываем как конфетку. Остальные рулетики формируют точно так же. Готовить такое блюдо можно в духовке и на сковороде. Я выбрала второй вариант. Наливаем в сковороду воды, немного, где-то на 1-2 пальца. Доводим ее до кипения и выкладываем наши заготовки. Накрываем крышкой, убавляем огонь и готовим 10 минут. Затем поднимаем крышку, переворачиваем рулеты и снова накрываем. Готовим также 10 минут. Готовые рулеты можно подавать горячими, но я хочу как холодную закуску, поэтому после приготовления даю им остыть прямо в сковороде. Затем убираю в холодильник на пару часов. По истечении времени убираем пергаментную бумагу и нарезаем небольшими порционными кусочками. Раскладываем по тарелкам и подаем к ужину, обеду или завтраку. Или подаем его на праздничный стол как закуску вместо колбасных изделий. С таким рулетом будет вкусен любой гарнир. Это может быть отварной рис, макаронные изделия, пропаренные, тушеные или отварные овощи, салаты из свежих овощей и многое другое. Блюдо на вкус получается очень сытное, ароматное и в то же время нежное. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии в описании под видео и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля, всем приятного аппетита и мирного неба над головой.